Всем привет! Если вы захотели сделать такой же полив, то сейчас я покажу, что нам для этого понадобится и как это все подключается. Для начала нам понадобится вот такое вот Wi-Fi реле. Я использовал двухзонное, потому что у меня две зоны полива. Здесь две отдельные релюшки, которые будут управлять двумя шаровыми кранами. Если вы хотите больше зон, то можно использовать четырехзонное реле. Там будет 4 релюшки отдельных. Или однозонное можно использовать с одной релюшкой. Все ссылочки в описании я оставлю на каждый вид реле. И также у меня есть подробные обзоры на этот модуль и на однозонный. Тоже можете посмотреть. Шаровый кран я использовал с 3 проводами. Здесь подключается плюс-минус. И плюс идет на открытие отдельно. Либо можно использовать шаровый кран, который закрывается автоматически. Здесь у нас конденсаторы. Он идет с 2 проводами. Сейчас я покажу, как это все подключить. Еще нам понадобится источник питания 12 вольт. Я буду использовать блок питания. Подаем питание на наш контроллер. Здесь я поставил перемычку, чтобы плюс сразу и шел на релюхе на включение шаровых кранов. Подаем питание. Здесь у нас есть клемничек. Здесь полярность не важно, но я плюс подключаю с этой стороны, чтобы плюс и шел уже на питание сразу на шаровые краники. Вот я подключил, загорелся светодиод, реле у меня уже настроено. Как его настраивать, я ссылочку оставлю в описании, там у меня есть подробный обзор на это реле. И также нам надо подключить шаровый кран. Здесь он подключается с этой стороны. У нас нормально разомкнутый контакт, и при включении он замкнется. И также нам нужно будет подключить плюс. Мы его подключим вот сюда. Он у нас идет постоянно. Подключили. Минус мы подключаем сразу к блоку питания. И одна зона у нас готова. Второй экран подключаем к второму реле. Можно подключать точно такой же. Я для примера покажу, как подключается двухпроводной. Плюс мы подключаем на этот клемник. А минус у нас идет напрямую к блоку питания. Все, наша система к работе готова. Можно ее включать вручную с помощью кнопки. Здесь есть 2 кнопки для включения. Независимо каждое реле. Вот так оно включается и выключается. И также эти краны теперь управляются с телефона. Для этого я использую приложение EvoLink. Полив газона, вот у меня участок здесь выделен. И 2 кнопочки для включения и выключения. Вот одним нажатием включаем и одним нажатием выключаем. Можно зайти в меню. Здесь тоже все включается, выключается. И здесь есть функция вот такая расписание. И здесь можно выставить расписание включения-выключения по дням недели. Можно расписать на весь месяц. Здесь очень много настроек. То есть любые настройки можно реализовать по включению. Хоть каждую минуту будет включаться-выключаться. Можно вот так включать-выключать, перенастраивать. Если вам не надо поливать, можно просто вот так поубирать галочки. И оно выключится, то есть если там дождливая погода, просто отключили, и он не будет включаться. Либо добавить какой-то еще полив можно в любой день месяца. Можно вот, на этот год, на следующий год. То есть можно тут настроек просто немерено. Выбрать любые дни вручную. Можно, чтобы включался по определенным дням. Можно один раз, можно повторять бесконечно. То есть тут очень много настроек. Классное приложение, очень удобно настраивать. Вот так работает данная система. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите следующих видео. Я что-нибудь еще придумаю.